Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, нажимайте кнопку «Поделиться». По хорошей традиции пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. Завтра они расскажут, что было интересного, полезного в наших видео. А сегодняшняя тема видео – как перестать быть своим врагом и избавиться от саботажа. По традиции этот вопрос рассмотрим сквозь призму колеса жизненного баланса Long Swim. В колесе жизненного баланса Long Swim мы рассматриваем темы внутренней и внешней эффективности сквозь призму 8 сфер колеса жизненного баланса. Миссия колеса жизненного баланса Long Swim – это стремление к личному и профессиональному долголетию. Если вы признаете это как большую ценность, вы очень эффективно будете использовать различные инструменты колеса жизненного баланса. Вы измените свое отношение к своему ближайшему кругу окружения, и вы будете больше концентрироваться на реализации своих планов. И для реализации своих планов нужно учитывать два фактора. Внешние факторы, которые на вас влияют, это окружение, внешняя среда, какие-то внешние благоприятные условия или неблагоприятные условия. В сегодняшнем видео мы поговорим о вашем внутренней среде, о системе ваших жизненных ценностей. И среди этих жизненных ценностей мы будем большое внимание уделять тому, что некоторые из ваших жизненных ценностей или убеждений будут мешать вам эффективно двигаться к вашим поставленным целям. И мы в каждой сфере рассмотрим самые распространенные внутренние убеждения, от которых можно постепенно избавляться, потому что наличие двух противоречивых убеждений внутри ваших жизненных ценностей, они будут вам не давать вовремя сделать задуманное, не давать вам быстро принимать правильные решения. Итак, мы приступаем. В сфере яркость жизни два противоречивых убеждения, когда вы создаете внутренний саботаж, это попытка найти баланс между работать и отдыхать. Кажется, что чем больше мы работаем, тем большего мы достигаем, но есть обратная научная сторона исследования этого процесса, когда полноценный отдых дает нам прирост эффективности. Поскольку мы больше ориентируемся на вашу личную эффективность, мы рассмотрим состояние отдыха или состояние релакса с точки зрения того, как оно влияет на достижение ваших планов, на умение ваше планировать свои задачи. Одно дело запланировать одну-две задачи, это что типично для состояния 0,4. Для состояния 4,8 вы можете смело планировать и 10 задач на день. И самое замечательное состояние – это состояние 8-10, когда вас не пугает уже наличие 20-30 задач в день, с которыми вы легко справляетесь. И секрет этого успеха заключается в том, что люди в состоянии 8-10 умело делегируют эти задачи своим единомышленникам, подчиненным, подрядчикам, и они пришли уже к внутреннему пониманию того, что если задача решена без привлечения собственных сил, это тоже вариант решения этой задачи, и неважно, какими способами достигнута поставленная вами задача, то есть это решил подрядчик, или вы приложили какое-то усилие, вот это вот результат как бы очень продолжительной работы над своими жизненными принципами, это полное отсутствие саботажа. И сейчас я немножко расскажу о состоянии 0,4. Состояние 0,4, состояние внутреннего саботажа, оно очень часто происходит, потому что состояние 0,4 – это состояние очень сильной перенаполненности эмоциями. Даже если это положительные эмоции, они мешают вам
принять какое-то решение и приступить к действию. То есть вы застряете в переживаниях, и очень мало времени у вас остается для того, чтобы действовать. Чтобы этого избежать в сфере яркость жизни, рекомендуется приобрести какие-то практические навыки планирования собственной жизни, планировать чужую жизнь, жизнь своих близких и друзей. Это как бы всегда приятно для внутренней как бы значимости. Но если вы умеете распланировать текущие задачи как для своих близких, так и для себя самого, это очень полезный жизненный навык. И в сфере яркость жизни мы уже избавляемся от внутреннего саботажа, потому что в колесе жизненного баланса есть прекрасный инструмент, как планировать. То есть у нас все цели разделены на 3 большие группы. Первая группа – это рутина, то есть необходимые задачи, которые повторяющиеся, которые необходимо принимать участие каждый день. Есть долгосрочные задачи, это такая другая сторона, когда мы должны не забывать, что есть какие-то более грандиозные вещи, какие-то очень важные в течение года, но в рамках рутины они не представляют какой-то интерес. И вот в сфере яркость жизни, чтобы избавиться от внутреннего саботажа, нужно уметь планировать как свою рутину, уметь планировать свои долгосрочные цели и легко переходить к каким-то краткосрочным целям. Краткосрочные цели – это планы на месяц, на 2, может быть, даже на 3, кому как удобно. Здесь нет никаких-то жестких ограничений. И задача в сфере яркости жизни – перейти плавно, безболезненно от состояния 0,4, когда вы в основном сосредоточены на планировании своей рутины, к планированию своих краткосрочных целей. То есть нельзя вот так вот одним рывком избавиться от внутреннего саботажа. Вот сначала вы живете только в рутине, а потом резко переходите к каким-то долгосрочным планам. Сначала вы понимаете, что легче планировать какие-то задачи, которые легко выполнить, то есть вы спланировали, легко осуществили, у вас постепенно растет уверенность в том, что планирование – это нормальный инструмент повседневной жизни, как рабочей жизни, так и личной жизни. Это позволяет учесть ожидания других участников этого процесса. То есть планирование – это всегда имеет больше преимуществ, чем недостаток. Недостатком планирования является то, что вы видите, что если вы находитесь в состоянии 0,4, что большинство планов у вас остаются невыполненными в срок. Методика колеса жизненного баланса Лонгсвим говорит о том, что если у вас что-то не получилось в срок, перепланируйте на следующий период, но в течение года все, что вы запланировали, оно может быть и исполнено. И так, путем накопления как бы опыта вы приходите к тому, что цель, если решена и достигнута не с первой попытки, это тоже замечательный результат. Но для состояния 0,4 это внутренний саботаж. Я хотел с первой попытки или хотела с первой попытки это сделать. Для людей уже опытных в состоянии 4-8, 3-5 попыток достижения собственной цели являются в пределах нормы. Получилось с 5-го раза, ничего в этом страшного нет. Кстати, напишите в комментариях, как у вас получается достигать своих целей с первой попытки, с 5-й. Какие ощущения у вас возникают, если вы своей цели достигли с 5-й попытки, и в каком состоянии были, если вы запланировали цель, и она у вас получилась с первой попытки. Плавно переходим к сфере духовный рост и творчество, как здесь избавиться от внутреннего саботажа. То есть надо смотреть на вещи реально. Внутренний саботаж, если мы рассматриваем колесо жизненного баланса Лонгсвим, он присутствует в каждой сфере, и в каждой сфере есть свой набор инструментариев, как от этого внутреннего саботажа избавиться. Внутренний саботаж – это то, что присуще состоянию 0,4, и мы
можем застревать в этом состоянии 0,4, то есть наслаждаться этим состоянием внутреннего саботажа, то есть наслаждаться состоянием, когда вы не можете принять решение. Но если вы приняли решение что-то реализовывать, здесь очень важно вести личный дневник и анализировать как истории своего успеха и анализировать истории своего неуспеха. Вот люди в состоянии 4-8, они извлекают пользу и от того, что они удачно выполнили намеченное, и извлекают пользу и из того, что они неудачно выполнили свои цели. Итак, как возникает внутренний саботаж в сфере духовный рост и творчества? Первое, мы слишком усложняем некоторые цели или жизненные принципы. То есть в состоянии 0,4 нельзя ставить грандиозные цели, которые присущи нам в состоянии 8-10. Они при нашем развитии внутренних способностей, при нашей внутренней умении организовывать других людей, не сработают, не получится. Если вы находитесь в состоянии 0,4, ставьте себе простые долгосрочные цели, очень простые, не сильно амбициозные среднесрочные цели. А вот в рутине можете смело экспериментировать, понимать, сколько вам рутинных дел удается сделать за день. И таким образом, когда вечером подводите итоги, вы должны просто остаться довольным собой или довольной собой. Вечером подводите итоги, общий итог дня. Я довольна собой. Кто-то доволен собой, потому что сделал 7 задач за других людей и сделал всего свои 3 задачи. Постепенно вы перейдете к тому, что вы 80% своих запланированных дел будете в конце дня констатировать, что вы их сделали вот за день, свои личные задачи. Параллельно вы можете радоваться тому, что помогли кому-то решить свои задачи. Но по мере того, как у вас будет внутри расти чувство и понимание приоритета, вы будете концентрироваться больше на своих задачах, находить в этом особый кайф. При этом это не будет мешать вам помогать другим людям в достижении их задач. Это правильное, гармоничное выстраивание своего ближайшего и дальнего окружения. Состояние 4-8 вы увеличиваете количество успешных задач и не включаете своего внутреннего критика, внутреннего саботажника. Поэтому, если вы находитесь в сфере проработки своих жизненных принципов, пожалуйста, не включайте перфекционизм, ставьте более простые цели, ставьте более простые критерии для реализации своих задач. И по мере того, как вы научитесь уже ставить более сложные цели, у вас пропадет желание тратить даже время на то, что у вас что-то получилось не идеально. Плавно переходим к следующей сфере: карьера и бизнес. Как перестать быть своим врагом и избавиться от саботажа. Саботаж в сфере карьеры и бизнеса часто возникает от окружающих. Почему? Потому что каждый из ваших коллег по-разному видит способ достижения поставленного плана продаж или там каких-то других результатов. Ваша задача для себя подобрать внутренними инструментами, которые вы прекрасно владеете, которые вам приносят радость. И посмотрев на тех ваших коллег, которые успешны, которые условно выполняют план продаж, которые успешно двигаются по карьерной лестнице, можете понаблюдать, какими инструментами они пользуются. Можете попроситься в наставничество, чтобы вам преподали какой-то небольшой краткосрочный урок, либо в течение длительного времени оказывали вашу поддержку. Почему? Потому что саботаж в сфере карьеры и бизнеса возникает тогда, когда вы неправильно ставите приоритеты. Всегда в приоритете должны быть собственные жизненные планы, свой план развития карьеры. И очень важно понимать, что в карьере, когда вы делаете первые шаги, ошибаться – это часть этого жизненного опыта. А когда вы уже набрались опыта, задача не повторять ни свои ошибки, ни чужие ошибки, потому что, имея уже профессиональный опыт, если повторяете ошибки, это уже ваше внутреннее решение, это ваш внутренний саботажник. Плавно переходим к следующей сфере. Это сфера деньги.
как здесь избавиться от саботажа, как перестать быть своим внутренним врагом. Если ваше внешнее окружение достаточно доброжелательное, дружелюбное и прочее, у вас может возникнуть такое состояние, что вы в этом затишье, в этом благоприятном состоянии, которое сложилось, видите какой-то подвох, предвестник чего-то непонятного, которое будет происходить. Пожалуйста, наш совет: проконсультируйтесь с экспертами в этой сфере, в сфере финансов, проконсультируйтесь с кейсами успешными, которые были в этой сфере, как можно приумножать деньги, как можно их удачно вкладывать. Наш совет: не рискуйте больше, чем 30% от вашей накопленной суммы, по крайней мере, на первоначальных этапах. Ваша задача, когда вы практикуете формат приумножения накопленных денег, больше концентрироваться на своей репутации. Если у вас есть репутация трезвого человека, который анализирует все данные и умеет находить способ увеличивать не только свои сбережения и сбережения окружающих, это ваше профессиональное признание как хорошего менеджера проекта, как человека, который просто умеет с любыми непредвиденными ситуациями, справляется легко, потому что для того, чтобы справляться с хорошими внешними угрозами, такие сильными, непредсказуемыми, нужно внутри все структурировать, умение принимать решения, умение структурировать свои эмоции, умение предугадать, что будет на рынке. То есть это все часть вашей профессиональной интуиции. Как в сфере деньги возникает саботаж? Саботаж возникает и из-за того, именно в этой сфере, что вы больше стараетесь сконцентрироваться на сфере сохранить свои личные сбережения, а сфера приумножить, она больше направлена на то, что нужно уметь немного рисковать, пользоваться благоприятными возможностями, которые есть на рынке. И баланс между сохранить, не рисковать и попробовать чуть-чуть рискнуть и реализовать возможность приумножить, оно всегда должно опираться на хороший просчет и понимание того, что приумножить — это тоже накопленный опыт, он не рождается в теории, здесь всегда нужно все пробовать на практике. Переходим к следующей сфере, это сфера личностный рост. Как перестать быть своим врагом и избавиться от саботажа. Здесь основной момент – это упор на то, что когда вы будете проходить какое-то теоретическое обучение, связанное с профессиональной подготовкой или со своим личным развитием, ваша задача не находиться на стыке двух противоречивых теорий. В профессиональной сфере это легко решается путем анализа конкурентов. В личной сфере желательно не перепрыгивать с какой-то одной методики в какую-то противоположную методику, потому что вы можете попасть в это состояние внутреннего саботажа, когда вы не выбрали те жизненные принципы в новой теории, которые вам внутренне подходят, которые имеют потенциал в ближайшем будущем, в долгосрочном будущем. Вы просто часто, находясь в состоянии 0,4, ориентируйтесь на популярность этой новой методики, забывая о том, что старая методика, кроме присущих недостатков, имеет еще какие-то свои достижения. Пускай они не самые значительные, но они позволяют ориентироваться на тот, как вам показалось, незначительный результат, но это все-таки результат. Чтобы не попадать в эту сферу капкана теоретических знаний, здесь один есть классный инструмент – это переход в наставничество. Переход в наставничество – это означает то, что вы начинаете делиться своим опытом. Первые шаги не должны приводить вас к внутреннему пониманию саботажа, что вы все спланировали хорошо, но рынок вас не воспринял, окружающие коллеги вас не восприняли. Это тоже часть опыта. Пожалуйста, практикуйте наставничество, практикуйте участие себя как преподавателя в различных обучениях. Это дает вам возможность сориентироваться в том, востребован ваш опыт или не востребован.
Но самое главное преимущество, которое вы получаете в преподавании, вы структурируете свои внутренние знания очень-очень хорошо и легко находите те пробелы, теоретические в основном, которые нужно как бы подтянуть, которым нужно уделить время. И здесь вот в сфере личностного роста, чем хороша эта сфера, внутренний саботаж, он такой вот кратковременный. То есть где-то вы слишком погрузились в новую популярную какую-то теорию, но практика, она все расставляет на свои места, потому что в практике хорошие, достаточно измеримые критерии. Получилось хорошо, не получилось. Будем развивать свои внутренние практические навыки до такой поры, когда вы уже будете гарантированно переходить от запланированного к совершенному. Переходим к следующей сфере. Это сфера здоровья и спорт. Как перестать быть своим врагом и избавиться от саботажа. Внутренний саботаж возникает из-за того, что рутинные занятия повседневным спортом, они приводят вас к состоянию такого небольшого эмоционального выгорания. Все кажется скучным, неинтересным, обыденным. Поэтому один из вариантов выхода из этой вот рутинки – это один раз, а лучше 2 раза в год участвовать в каких-то соревнованиях, как компромиссное решение. В одних соревнованиях вы участвуете как участник, под руководством тренера готовитесь к этим соревнованиям, а на другие соревнования можете сходить в качестве болельщика, то есть поддержать своих друзей, коллег, знакомых, единомышленников, потому что для сферы непрофессионального спорта наличие болельщиков – это очень важный мотивирующий фактор, и поскольку мы в этом участвуем, лучше быть активным болельщиком, чем пассивным наблюдателем. Люди, которые получают от вас поддержку, они будут испытывать к вам чувство хорошей искренней благодарности. Эту тонкую энергетику вы на себе почувствуете, потому что, когда вы участвуете в соревнованиях, вам очень важно, чтобы родные, друзья, близкие, любимый мужчина, любимая женщина, чтобы они гордились вашим результатом или иногда просто гордились вашим старанием. Следующая сфера, в которой может присутствовать внутренний саботаж, он очень ярко проявляется, это сфера друзья и окружение. В этой сфере все находится в очень большой динамике. Люди в состоянии 0,4 почему очень плохо адаптируются к своему ближайшему окружению, потому что само окружение находится в динамике, очень сложно предугадать как бы тенденции, а вот людям в состоянии 4-8 им очень просто структурировать свое окружение, потому что они знают, чего они хотят, знают, когда требуется помощь окружающих, знают, что у них есть свои жизненные планы, они свои жизненные принципы озвучивают легко, и на основе жизненных принципов вокруг них, естественно, собирается та среда, которая эти жизненные принципы разделяет. Поэтому основная задача, как избавиться от внутреннего саботажа в сфере друзья окружения, это перейти плавненько от состояния 0,4 в состояние 4,8, когда вы прорабатываете свою сферу колеса жизненного баланса, то есть у вас уже 7 сфер или 8 будут проработаны, начиная со сферы яркость жизни и заканчивая сферой друзья и окружения. Вы можете озвучивать какие-то свои ожидания, они могут быть самые простые, то есть вы можете четко озвучить, что вам нравится в отношениях с ближайшим кругом окружения, особенно родственников, что не нравится, какую эмоциональную поддержку вы можете оказывать, а какая эмоциональная поддержка для вас достаточно трудоемка. Все это является хорошим проверенным инструментом, когда вы от высокого чувства саботажа в сфере друзья окружения в состоянии 0,4 плавно снижаете этот уровень своего саботажа до минимального, насколько это возможно, себя насиловать не нужно. И когда вы поймете, что ваш внутренний саботажник уже смирился с вашими жизненными принципами, у вас тогда в жизни все будет гармонично складываться. Внутренний саботаж, он всегда связан с нашими жизненными принципами, поэтому если вы разложили по полочкам ваши жизненные принципы, ваш внутренний саботажник успокаивается, он понимает, что есть какая-то система, которой вы умело пользуетесь, и ему
не нужно включать спасателя и помогать вам решать ваши ситуации хаотично. То есть внутренний саботажник, он стремится к хаосу, как можно быстрее принять какое-то внутреннее решение или не принимать никакое решение, видя во всех своих решениях какую-то угрозу или возможность пострадать. То есть во внутреннем саботажнике есть еще положительный момент. И плавно мы перешли к своей сфере, которая многих волнует, это сфера отношения и семья, как перестать быть своим врагом и избавиться от саботажа. Те, кто в отношения вступает уже несколько раз, у кого за плечами 2-3 брака, и все они имели какой-то печальный исход, на который вы не рассчитывали, пожалуйста, не теряйте оптимизма в сфере семьи, отношений. Всегда есть возможность построить гармоничные отношения со своим любимым человеком, любимым мужчиной, любимой женщиной. Если вы уже имеете опыт договариваться со своим внутренним саботажником, если вы свои сомнения умеете высказывать в какой-то структурированной форме, ваш любимый человек, любимый мужчина, любимая женщина к вашему мнению отнесется более серьезно, потому что кроме ваших опасений вы можете предложить какой-то вариант совместных действий, и результат ваших совместных действий – это укрепление ваших отношений. Укрепление ваших отношений, он строится по обоюдной основе, потому что внутри вашего любимого человека, любимого мужчины или любимой женщины тоже сидит внутренний, встревоженный, бдительный саботажник, который будет саботировать любые ваши совместные действия, потому что он не получает дополнительной информации о том, что то, что вы делаете, это безопасно, это будет иметь какой-то долгосрочный эффект. Этот этап в отношениях, который называется эмоциональные качели, нужно пройти. Эмоциональные качели в семейных отношениях, в отношениях между мужчиной и женщиной – это этап, в котором вы можете застревать, или этап, который вы можете успешно пройти. Результатом этапа прохождения эмоциональных качелей первое – это то, что вы понимаете, как ведет себя перенаполненный эмоциями ваш любимый человек, это тоже очень важно. Второе, вы реально понимаете, как в реальной жизни ведете вы, будучи в состоянии эмоционального, так сказать, перенаполнения эмоциями. То есть вы следуете своим озвученным жизненным принципам или вы, наоборот, стараетесь выплеснуть все эмоции, чтобы уже ваш любимый человек разобрался с этими эмоциями, структурировал их. И такое бывает, и это тоже хороший инструмент выстраивания и укрепления отношений. Сейчас я расскажу о том, как двум саботажникам договориться между собой. Это в первую очередь это озвучить свои опасения, это понимать, в чем цель саботажа, принятия совместных решений. Берете листочек и пишете: мой внутренний саботажник считает, что нужно саботировать все совместные действия, потому что 10 пунктов, 20 пунктов, 30. Берете листочек, на котором выслушиваете своего любимого человека, любимого женщину, любимого мужчину, который рассказывает, о чем думает ваш внутренний саботажник, и сопоставив два списка путем рационального перебора, расставления приоритетов, вы уже начинаете понимать, что часть аргументов можно немножко вычеркнуть, они были приоритетными, очень важными вчера, когда эмоций было много, а сегодня они уже проговоренные, выслушанные, вы с ними согласились, вы нашли какое-то более эффективное решение, и саботажник может успокоиться. Самое главное, классное качество, которое есть в колесе жизненного баланса, это принцип slow living, то есть очень медленное, плавное стремление к своим результатам, без рывков, без ломания своего любимого человека. Здесь я считаю, что именно в этой сфере нужно уметь пользоваться инструментами плавной аргументации, плавного перехода из одного состояния в другое. Но если вы достигли согласия по долгосрочным целям, если вы понимаете, что
вы готовы этот болезненный эмоциональный путь пройти совместно с любимым человеком, при этом сохранив к нему самые лучшие, самые искренние качества, пройдя все элементы качелей эмоциональных, то есть когда вы человека то любите, то ненавидите, вы должны понимать, даже если вам в этом человеке что-то не нравится, вы все равно продолжаете его любить, испытывать к нему нежные чувства, просто скажите, что испытываю противоречивые чувства, продолжаю тебя любить, восхищаться тобой, но иногда мой внутренний саботажник желает повозмущаться и получить от тебя обратную связь, что да, ты нуждаешься в этом внимании, ты хочешь дополнительные элементы заботы, внимания. Я думаю, что ваш любимый человек поймет, что за вашим эмоциональным переживанием лежит искреннее желание ваши отношения сделать простыми, замечательными, предсказуемыми, и внутренний саботажник здесь больше помощник. Итак, кратко подводим итоги сегодняшнего видео, как перестать быть своим врагом и избавиться от саботажа. Первое, нужно понять, что внутренний саботажник играет и свою положительную роль. Он помогает вам собрать дополнительную информацию, какие риски могут быть при планировании ваших действий. Еще раз напомню, колесо жизненного баланса Long Swim – это про ваше планирование ваших личных планов, про ваше желание их достигать и про ваше умение пользоваться инструментами колеса жизненного баланса для достижения собственных планов. Пожалуйста, кто посмотрел это видео, пишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось, какую тему необходимо раскрыть. Те, кто находится в состоянии 8-10, смело пишите о своей истории успеха. Мы по вашей истории успеха постараемся сделать дополнительное видео. Обязательно пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым. Пускай они дают вам обратную связь, что им было понятно, что непонятно. Присоединяйтесь к нашей дискуссии, как колесо жизненного баланса Long Swim может сделать нашу жизнь лучше. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится. Я в вас верю.